Я бы хотела сказать несколько слов о некоторых предвидимых обстоятельствах, которые могут возникнуть в Афганистане после 2014 года, что основано на нашем собственном опыте и тех наблюдениях и анализах, которые в этой связи мы делаем в отношении Афганистана. Сначала я хотел бы сказать о создании национального общества. Германия в этом плане содействует нам. Однако опыт других стран отличается в данном случае от опыта нашей страны. В первую очередь тем, что не было у них 5, 6 и даже в большем количестве лет кризиса. И все это касается и инфраструктуры культурной, экономической, и даже положения, транзитного положения Афганистана, которое является собой перекресток дорог, ведущих в Центральную Азию. Все это было разрушено. Афганистан после 2001 года, на 2001 год вообще представлял собой пустынную местность, равнялась ситуация нулю. У нас официально было 3% женщин, которым была доступна школа. Сейчас это уже 48%. И вы видите, что наши молодые люди получили возможность учиться не только в школах, но и в высшей школе. С точки зрения экономической ситуации в Афганистане уже возможно рассчитывать на то, чтобы видеть ближайшую перспективу. Несмотря на это, в общем и целом ситуация очень зыбкая и сложная. Для того, чтобы упрочить полученные нами результаты в работе, необходимо трудиться и дальше. Что же касается экономической ситуации, Афганистан не стоит на собственных ногах, он вынужден пользоваться помощью извне. Что же касается инфраструктуры, мы весьма сталкиваемся с большими затруднениями, особенности в сельской местности, составляющей основную часть нашей страны. Если посмотреть на 10 лет обратно в истории нашей страны, то мы видим, что в результате огромных жертв и нападок извне со стороны наших соседей возникали огромные трудности. К сожалению, Афганистан лишен возможности опираться на нефтяной ресурс, который сопутствует экономикам стран-соседей. И поэтому Афганистан не может и войти в систему безопасности, созданную этими странами. В Афганистане система безопасности другая. В основном мы противопоставлены ядерным амбициям Индии и Пакистана. Я думаю, что в ближайшие 50 будущих лет Афганистан никогда не сможет, как говорится, присоседиться к возможностям. И по техническим соображениям, и по соображениям отсутствия достаточных возможностей. В Афганистане существует абсолютно другая система безопасности. В настоящее время войска иностранные в Афганистане достигли цифры 140 тысяч человек. И бесспорно Афганистан опирается на обильную помощь Запада, но нельзя забывать одного.
Афганистан всегда являлся средним звеном между молотом и наковальней. Молотом в Вашингтоне и наковальней в Тегеране. Как можем мы изменить географию Афганистана? Это невозможно. Может ли Афганистан это делать? Мы должны терпеливо относиться к нашим соседям и должны опираться на возможности мирового сообщества. Афганистан должен добиться безопасности. Таким образом, за 10 прошедших лет Афганистан, можно сказать, добился хороших отношений. Первой страной для нас являлась Индия. И если у нас будут хорошие отношения с Индией, то можно рассчитывать на имеющиеся в Индии разногласия пограничные с Пакистаном. И такие устремления были зарегистрированы в решениях парламента. Вторым пунктом это региональная политика с Соединенными Штатами, Европейским Союзом. У нас имеются договоренности, и у нас есть сильные союзники. Однако все это не является причиной для того, чтобы забыть другие страны. У нас есть экономическое сотрудничество и с Ираном, и с Пакистаном, с Россией имеется сотрудничество в области экономики и с среднеазиатскими республиками. И Афганистан будет и дальше идти по этим путем. Афганистан, несмотря на то, что находится на перекрестке торговых путей, сталкивается и с другими трудностями. Поэтому необходима помощь наших соседей с севера и с юга, чтобы мы смогли использовать наши преимущества географического плана и развивать их. И Афганистан может быть игроком, видным в регионе. Россия в этом деле играет важную роль. И Россия может и помогает Афганистану таким образом, что наша страна может укрепить стабильность. И естественно, что если мы не будем поддерживать хорошие экономические связи с Россией, то и наше развитие экономическое будет терпеть ущерб. Прежние отношения с Россией, которые существовали между правительствами России и Афганистана, нельзя переносить на народы. Страна наша, Афганистан, не может являться игрушкой в руках других держав, которые ведут свою политическую игру. Это относится и к Соединенным Штатам, и к другим странам. Поэтому мы намерены и дальше проводить независимую политику. Правительство России имеет широкие планы по борьбе с наркотиками. Это важная задача должна быть решена. Это еще один из аспектов нашего сотрудничества. Кроме того, нельзя забывать о той великом потенциале в области обучения. У нас огромная необходимость в кадрах. Нам нужны люди, которые бы строили Афганистан и Джабаль-Сарак. Они бы должны строить и дороги, мосты, должны пополнять кадры инженеров, докторов. К сожалению, до сих пор в этом плане в Афганистане существует огромная потребность. Экономическая помощь России очень важна для нас.
За 10 последних лет Россия оказала большую помощь не только в военной области, но и в гражданской области, за что я выражаю свою благодарность российской стороне. Несколько слов о внутренней ситуации в Афганистане. Сейчас в Афганистане существует управление, которое осуществляет планы, в том числе в плане борьбы с коррупцией. У нас наше место в линейке государств мира сразу за Сомали. Мы должны изменить это положение. Вооруженные силы, еще одна тема. Ни одна страна не может отстоять свою независимость без наличия в ней прочных вооруженных сил. Они необходимы для того, чтобы защитить национальную независимость, национальные традиции. Национальная армия Афганистана получила хорошую поддержку. Она продолжает поступательно развиваться. Но у нас есть необходимость в получении необходимой технической помощи и технических средств. И в этой связи я думаю, что Россия является собой важнейшего партнера. Но не только есть трудности и проблемы с вооружением. У нас существует большая потребность и в укреплении морального духа армии, которая сталкивается с переоценкой своих сил. В этой связи необходимо также работать. Мы должны правильно оценить свои нужды. Мы должны оценить трезво наши потребности с тем, чтобы подойти к 2014 году подготовленными. В этой связи нам бы хотелось заручиться помощью стран региона, Центральной Азии в первую очередь, для преодоления наших трудностей. Одной из проблем, с которой мы столкнемся после 2014 года, это взаимоотношения Соединенных Штатов со странами региона, с Россией. И, безусловно, эти отношения будут влиять на ситуацию в Афганистане. Не дай бог, если в Иране или в Индии разразятся кризисные явления, тогда это будет плохой новостью для Афганистана. Еще одна тема – это мир. Если мы сможем упрочить мир и сможем определить достойное место талибанам в выборах 2014 года. Однако, если мы этого не добьемся, если не сможем замириться с талибами, у нас же существует проблема по линии Дюранда, афганцев, живущих по обе стороны линии Дюранда. Если не решить эту проблему, то неизбежно мы столкнемся с возможностью раскола. Сепаратизм – это то явление, которое поедает не только афганскую жизнь, но и процветает в других странах мира.